Чтобы российскому бизнесу использовать нейросети, приходится идти на всякие уступки. Нужно завести VPN, оплачивать все иностранной банковской картой, и периодически это все еще блокируется и перестает работать. От этого встают бизнес-процессы. Сегодня на обзоре у меня инструмент, который создан специально для российского бизнеса и позволяет использовать любую нейросеть, любую модель для того, чтобы создавать картинки, но не просто так смешных котиков, а, например, подготовить карточку товара для маркетплейса на Озон или там на Wildberries, поменять лицо у модели на фото, сменить ракурс фотографии, показать клиентам, как будет выглядеть их ремонт, сделать примерку одежды, сгенерировать Reels. Короче, решить конкретные прикладные задачи с помощью оплаты в рублях, даже по счету, потому что сервис, который я сегодня буду показывать, сделан в банке, но сделан он не только для клиентов банка, а вообще для всех пользователей. Сервис называется 24AI или 24AI. Покажу, как сегодня с помощью него я смогу сделать изображение, видео или подготовить текст, например, для рассылки. Посмотрите это видео до конца. Окей, давайте покажу, что можно сделать. Например, вот есть у меня такая бутылка, из которой я пью воду. Я поставил ее на рабочий стол свой и сфотографировал для будущей карточки товара на маркетплейсе. Просто сфотографировал, как видите, без каких-либо лишних предметов, и теперь хочу сделать из нее карточку. Для этого я могу воспользоваться режимом «Текст» в чате с нейросетью, а потом переключиться на раздел «Изображение». В текстовой нейросети я выбираю оператора или провайдера, например, Claude, ChatGPT, Gemini, Grok или китайский DeepSeek. Я выберу Claude, модель 4.6 Sonnet, для того, чтобы сделать промпт. У меня есть вот такой промпт, который позволяет сделать... Где тут у нас картинка? Вот. Создай с этой кофемашиной рекламный постер кофемашины, карточки товара для Wildberries или Озон. Сверху должен быть большой заголовок с надписью «Кофемашина», шрифт должен соответствовать тематике и так далее. Я беру этот промпт, который я подрезал где-то в интернете, и я хочу для себя такой же промпт, только для моего товара. Я прикрепляю свой товар и говорю: мне нужно, чтобы ты адаптировал этот промпт под мой товар. В промпте все говорится про кофемашину, а мне нужно, чтобы ты сделал промпт для будущей карточки товара на маркетплейсе с моей вот этой термобутылкой. Вставляем промпт и отправляем. С моего баланса не будут списаны токены, потому что генерации в текстовых нейросетях входят в тариф. А токены тратятся только на дополнительные генерации изображений и видео. Я жду, пока нейросеть подумает над моим запросом. Так как это Клод, он довольно хорошо понимает задачу и сможет переписать мне вот этот промпт под мою задачу для того, чтобы сделать карточку товара на маркетплейсе. Следующим шагом сделаем картинку. Вот нейронка подумала над моим запросом и сделала адаптированный промпт под мою бутылку Fit. Мы берем, копируем этот текст и переходим во вкладку «Изображение». Во вкладке «Изображение» у меня есть возможность тоже выбирать разных операторов. Например, могу выбрать Nano Banana и выбрать модель Nano Banana Pro. Но в последнее время мне не нравится, как она генерирует картинки, поэтому я выберу Sora, Image, GPT Image 2 и выберу формат 1024 на 1024. Высокое качество. Вот здесь у меня уже спишутся токены. 15 токенов из моего тарифа. Я вставляю промпт, который мне дал Claude, и подкрепляю сюда свою картинку. Вот моя картинка с этой бутылкой. Отправляю на генерацию и жду, когда будет готово изображение. Подождать придется буквально несколько минут. Спустя пару минут генерации у нас получилась вот такая карточка. Не совсем удачное решение, как по мне, с руками, потому что их здесь две, они лишние. Крышка как бы не от этой бутылки, это тоже не очень хорошо. Наверное, это где-то есть у меня в промпте. Да, кубики льда, брызги воды, дольки цитрусовых, чтобы создать атмосферу свежести. Возможно. Чуть-чуть получше нужно составлять промпт. Я хочу показать следующий инструмент, который позволит оживить эту карточку. Вот от этого у меня вообще отвал башки, потому что можно сделать AI-видеообложку. У меня здесь есть обложка, которую я до этого уже сгенерировал тоже здесь в ChatGPT, тоже с этой бутылкой. Вот эта обложка мне нравится гораздо больше. Ну и, собственно, из нее можно сделать видео. Каким образом? То есть мы выбираем здесь обложку, то есть мы заходим в раздел «Мои продукты», добавляем новый продукт. Ну, у меня здесь я не скачал, да, обложку. Ну ладно, я не скачал. Давайте вот с этой карточкой сделаем. То есть здесь достаточно просто вбить описание, то есть
рука ставит бутылку на пол и уходит из кадра. Вот так вот. То есть рука ставит бутылку на пол и уходит из кадра. Больше ничего не нужно. Можно выбрать продолжительность в секундах, например, 3 секунды, и сгенерировать. Это будет стоить 5 токенов. Вот что примерно по такому же промпту рука ставит бутылку на пол и просто уходит из кадра. Получилось вот такое видео. То есть как бы бутылка в кадре, рука убралась. И это прям реально отвал башки. То есть это реально клевая вещь, потому что не нужно платить видеомонтажеру. Сделав простую анимацию, можно это отредактировать самому. Что еще можно сделать с карточкой? Здесь дело в том, что здесь есть генератор карточек. То есть вы можете зайти в шаблоны, зайдя в раздел инфографика, вот как он называется. Инфографика. Здесь вы можете создавать новые карточки на основе шаблонов, которые здесь найдете. Например, вот берем рюкзак, выкидываем отсюда этот рюкзак, и нам сюда нужно вставить нашу бутылку. Что мы делаем? Мы можем добавить сюда нашу картинку с бутылкой. Ну, например, где-то у меня нету готовой, да? Хочу загрузить тогда. Загружу отсюда свою картинку. Вставлю ее сюда, и самый кайф в том, что, вставив эту картинку сюда в карточку, я могу с этой картинкой каким-то образом поработать. То есть, например, я могу убрать у нее фон. Нажимаю, и у меня картинка почистится от фона. Причем всякие такие манипуляции, типа поменять фон, сгенерировать что-то, вырезать что-то, оно не требует токенов, то есть для этого токены не нужны. Можно еще взять, нажать на карточку, точнее на кнопку «Улучшить качество». И у картинки, если вы сделали в плохом освещении, на плохую камеру, можно подтянуть качество изображения самого товара, при этом не меняя визуально никак сам товар. То есть вот он стал посветлее, чуть-чуть получше. Что еще здесь есть? Можно удалить предметы, если вдруг они были. Ну, кстати, вот насчет изменить качество я не уверен, потому что она стала немножко вот тут с пикселями, не очень хорошо. Можно добавить тени, да, то есть добавить тень сверху или изометрическую тень по большой стороне, кастомную. Короче, можно добавить сюда тень. Дальше, что у нас есть еще? Еще у нас есть инструмент, ну и, собственно, да, фоны вы можете поменять здесь, сделать другой фон, например, выбрать вот такой вот фон, и у нас вместо рюкзака будет, например, написано бутылка или термокружка. Здесь есть еще клевая вещь, которая позволяет быстро примерить, например, ваш товар на модели. То есть мы берем модель, взяли, допустим, вот эту AI-модель. Ну, допустим, вот такую модель. Затем мы берем позу, окружение и фон и берем одежду. Мы добавляем одежду. Я хочу добавить свою фотографию. У меня нет отдельно фотографии футболки, но у меня есть вот такая картинка с моей футболкой, которую я генерировал вот для себя. Все у нас готово. А теперь мы можем нажать примерку одежды. Модель фото и фото одежды он меня все равно просит загрузить. Так, давайте сгенерируем модель и загрузим фотку. Точнее, фотка у меня уже загружена в футболке, осталось сгенерировать модель. Все, модель готова, идеально. Теперь нажимаем «Примерить одежду». Кек. Получилась футболка под пиджаком, лысая из браузера. Но, по сути, модель, которую мы взяли, есть. Футболка, которую мы взяли, есть. Вот, пожалуйста, как это будет выглядеть под пиджаком. Пиджак нам, конечно, здесь не нужен, поэтому надо было генерировать модель получше. Можно было выбрать свою модель, то есть взять, загрузить фотку или выбрать вот эту модель и примерить на нее одежду. Тоже не уверен, что грамотно сейчас все это присоединится, приклеится, потому что это просто демо, но сами возможности впечатляют. То есть у вас есть теперь российская платформа, на которой вы можете взять свой бренд одежды, сгенерировать модель, фотомодель имею в виду. Вам не нужно платить этой модели за съемку. Вы можете легко поменять ракурс и положение тела, то есть можно менять позы, и модель примерит вашу одежду, и это может быть в карточке товара. Самое главное, чтобы это не было так кринжово, как вот с моей фоткой получилось с футболкой под пиджаком, а так, чтобы было видно весь товар лицом, так скажем, чтобы было хорошо и различимо. Но, тем не менее, эти возможности здесь есть. Ну и получилась у нас вот такая вот тетя с моей футболкой, заправленной в юбку.
по стилю вообще совершенно не подходит, но сам факт. Я хотел, чтобы была моя футболка на модели. Вот моя футболка на модели. И что еще здесь есть? Есть вот эти вот все генерации, они тратят токены, которые мы хотим, ну, точнее, которые мы тратим на генерацию изображений. Но есть вещи, которые не тратятся на генерацию. То есть мы можем, например, вырезать фон. То есть здесь есть удаление фона, отдельно можно загрузить картинку, например, опять же, со своим товаром, и удалить фон у этой бутылки для того, чтобы дальше ее где-то использовать. Скачать это как картинку и пойти дальше. Вот у нас получилась идеально вырезанная картинка. Вырезаем, и у меня здесь уже много-много было попыток вырезать мои бутылки. Собственно, вырезаем. Вот это самое, наверное, удачное получится, да? Ну, чуть-чуть там есть прям совсем. Вот что у нас есть. Инструменты, которые позволяют делать карточку товара на маркетплейсе с помощью готовых блоков и шаблонов, оживление этой карточки с помощью AI-видеообложки, возможность поработать с чатом GPT или другими нейросетями в режиме текста, в режиме создания изображений и в режиме видео. Про видео я вам ничего не показывал, кроме AI-видеообложки, но на самом деле вы здесь можете делать хоть мультик со своим персонажем, хоть видео со своим участием, загрузив свою стартовую фотку, которую вы хотели бы оживить. И все топовые нейронки для работы с видео у вас здесь есть. Это Kling, это Veo, это Sora и Seedance. Самая топовая на данный момент модель, которая позволяет генерировать видео со звуком. Все подробности о том, как зарегистрироваться, будут в описании под этим видео. Вот сколько стоят тарифы. То есть за 999 рублей мы получаем 500 токенов и 500 операций. Безлимитное количество операций для работы с текстовыми нейросетями и 1500 токенов за 1999 рублей. Ну и по мере увеличения чека за тариф вы получаете токены все дешевле. У меня на балансе сегодня было 500 токенов, и я туда-сюда игрался с ними для того, чтобы подготовить это видео. И вот мы видим, что у меня осталось еще 382 токена. Хотя я вырезал, генерировал, анимировал, создавал видео. То есть я довольно много чего успел поделать. Используйте это в своих бизнес-процессах для того, чтобы продавать и продвигать свои товары, и вы за это платите рублями, можно оплачивать по счету. Сам я являюсь клиентом банка «Точка» уже много лет и безумно респектую им за все их продукты, поэтому сегодняшнее видео мне было приятно записывать. Меня зовут Артем Исламов, это канал «Лысый из браузера», я рассказываю про нейросети так, чтобы вы могли внедрить это в свою жизнь, бизнес или работу. Подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео, а в комментариях можете задавать вопросы. Отвечаю я лично, не нейросеть. До скорых встреч в следующих видео. Пока.